А сегодня как раз был сеанс, был как раз сеанс с мальчиком, Татьяной с сыном. И что интересно, будет вообще сногсшибательный сеанс. Короче, у него из ноги взяли кость. Такого я еще не видела, по-моему, это первый раз. И как силу, основу. Я так думаю, что сейчас мы пойдем семимильными шагами выздоравливать. Вот я так чувствую, что вот-вот мы к этому подходим, потому что в недрах этой загнивающей системы вырастает вот этот росток нового общества, которое будет развиваться по конам божественной вселенной. И чем больше люди работают над собой, чем больше пространства это очищается, личное и общее, тем быстрее это все наступит. Нужно разобраться, что такое программы. Когда ребенок рождается, он как чистый лист бумаги. И тут бабушки, дедушки, родители, воспитатели, учителя и так далее, друзья, подружки начинают вкладывать свои какие-то стереотипы. Ну, представь, кто учил наших мам, наших бабушек. То есть вот эти стереотипы могли заложиться еще 300 лет назад в наших предках, и наших родителей учили так, как их родителей учили. И получается так, рождается новый ребеночек, у ребеночка новое тело, рождается только, начинает формироваться сознание, и ему устанавливают программы 300-летней давности, или 500-летней давности, или 100-летней давности. Это как будто бы вышел новый смартфон, и в него поставили там операционную систему там 20-летней давности. То же самое, то есть есть новое тело, которое способно на очень многое, вот этот телефончик, да, но он ничего не может сделать, потому что там каких-то программ недоразвитых натыкали. И то же самое с человеком. И вот этот ребеночек, который имеет неограниченные возможности и в развитии, и во всем, он имеет вот эту операционную систему и программы 100-летней, 300-летней, 500-летней или 1000-летней давности. И только сейчас, когда вот приходит осознание, а что мне делать? Или мне свесить лапки и продолжать дальше вестись на эти программы, то есть работать так, как эти программы меня программируют. Или сделать свой осознанный выбор и пойти другим путем, поломать эти программы и вместо этих программ поставить другие. Если не копаться в психологии и в прошлых этих программах, давай посмотрим, как работает наш мозг. Он работает таким образом, что он знает, куда идти, когда четко ему даешь цель. То есть это как навигатор. Мозг точно знает, где мы находимся, то есть вот эта жизненная ситуация, в которой мы находимся сейчас, вот она такая есть, какие основы мы заложили в прошлом. То есть, а наше будущее зависит от того, какую основу будущего мы заложим сейчас, сегодня. То есть, если ты сегодня четко будешь понимать, кто тебе нужен, то есть какой мужчина, то есть это буквально прописать, это нужно, то есть мало того, что прописать, это нужно еще прочувствовать, потому что Вселенная чувственна, и она реагирует на наши чувства, что мы чувствуем, то есть как я буду чувствовать, когда возле меня будет вот такой мужчина, какой он должен быть. И наше подсознание должно еще нам поверить, потому что, чтобы муж был идеальный, и в зарплату приносил, и на руках тещу носил, и цветы всегда дарил, и Не, ну что-то это еще там делать, такого отлично. идеальных не Таких у бывает, меня нету, чтоб там... да?
То есть вот это нужно просто описать. Я это упражнение делала как раз тогда, когда я должна была выйти замуж за человека, с которым я вот с обручальным кольцом ходила, была помолвлена, вот, и я должна была за него выйти замуж. Но чувствовала что-то, вот что-то оно не то, не могла понять, что, да, и я взяла женский курс, и там было упражнение. То есть я на протяжении там какого-то времени писала, переписывала, дописывала. Там было упражнение, чтобы описать своего мужчину в подробностях. То есть представлять, как тебе будет с ним хорошо, в каких ситуациях, в каких моментах, что у вас общего, что тебе нужно изменить в себе, чтобы соответствовать твоему идеальному мужчине. Каков он, как его зовут, рост, цвет волос, чем он занимается, что он любит, где ты его можешь встретить, какие у него ценности, каких он женщин выбирает, что во мне нужно изменить, чтобы я соответствовала его выбору, где я его могу встретить, где он ходит, или где и так далее. То есть и ты прислушиваешься к себе, и каждый день ты пишешь. И вот представь себе, я себе делаю эти упражнения, уехала специально от моего жениха на 4 месяца в Украину с Америки, чтобы дать ответы себе, почему я тревожусь. Ну, такой красавчик, такой идеальный, все так прекрасно. Ну, почему мое сердце, и я люблю его, я так думаю, да, я себе так думала. Вот, ну, что-то я чувствовала, что-то не так. Когда есть вот это чувство, что что-то не так, если вам кажется, что что-то не так, то вам не кажется. Это так и есть, что-то не так. Вот. И я была в Украине и спокойно себе занималась своими делами. И вот проходила эту школу трехмесячную. И вот на протяжении этого времени я писала, дописывала, переписывала, писала, написала, забыла, написала. То есть, ну, вот так оно шло, что я чувствовала. И тут я открываю свой это в компьютере я писала в блокноте, и до меня доходит. Моего идеального мужчину почему-то зовут Марк, а не Филипп, за которого я должна выйти замуж. Мой идеальный мужчина имеет рост 1,88 м, а не 1,79 м, например. И мой идеальный мужчина почему-то живет в Майами. Я так написала, где он... Ну, то есть то, что мне шло, то, что я чувствовала. Вот сначала одно написала, он нет, что-то не то. То есть прислушиваться к себе. И что? Ну, и, конечно же, приходит время. Тут он, конечно же, мой жених порывался приехать ко мне. Он же не мог выдержать, как это я так долго. И он мне говорит, я чувствую, ты уходишь от меня. То есть, когда я еще сама не определилась, и что ты думаешь, я возвращаюсь в Америку, он меня встречает, мы уже 3 недели, мы 3 недели пожили вместе, я же к нему переехала. Наконец-то, за 5 лет знакомства я к нему переехала, 3 недели пожила, и именно вот наша совместная жизнь так дала мне вот такие импульсы, что что-то не так. Но что не так, я еще не могла понять. Ну, и, короче, он побежал на работу, а я собрала вещи и поехала в Майами. И, конечно же, я приехала в Майами, и Лена тут, мы работаем, и я пишу Лене, Лена, скучаю, за Филиппом скучаю, что делать? Плачу. Она говорит, ты что, дура? Кинула мне сайт американский, как же он назывался, ну, как-то там он назывался, Матч, по-моему. Короче, первый, кто мне написал, Марк. Я сразу так, о, Марк.
но не придала значения. То есть я там кто-то писал, что-то я написала, я только приехала, и мне нужно было возвращаться в Украину, потому что у меня нашелся покупатель на мою фирму польскую. Я только приехала, мне нужно возвращаться. Я возвращаюсь обратно. Вот, сказала, я уезжаю. Ну, короче, я о нем забыла. Напрочь. Вот, проходит какое-то время, я один раз вернулась, потом я опоздала на самолет, еще раз. Короче, это затянулось на 2,5 месяца. И тут я вижу какая-то смс-ка, я наконец-то приехала уже в Америку, булькает какая-то смс-ка. О, с этого матча кто-то мне пишет. Думаю, надо удалиться отсюда, оно мне неинтересно. То есть я уже не плачу, нет смысла там это кого-то искать, никого не хочу, мне и так все устраивает, прекрасно себя чувствую. Вот. И он увидел, что я появилась, потому что я начала искать, как мне этот аккаунт удалить. Вот. И он пишет мне, я отвечаю, он сразу просит номер телефона, тут же мне звонит, тут же на вечер на свидание зовет, короче, пошли мы в ресторанчик. Вот. Что интересно, я оделась так, как он любит. Я до этого вот никогда не одевала все белое. Я почему-то одела белые брюки, и белая такая какая-то кофточка сверху была, вот, и белые туфли, то есть вся в белом, а он очень любит белый Сразу цвет. невеста пришла. Ну, он любит белый цвет, а знаешь почему? Он дальтоник. И он, чтобы не ошибиться, у него все дома в белом цвете. Он говорит, я боюсь ошибиться с оттенками. Вот. Ну и так сначала мы присматривались там, то он ездил по делам в Европу, в Венесуэлу. Короче, через полгода мы начали встречаться. Знаешь, как это происходит? Это не то, что мы лепим из своих иллюзий своего будущего мужчину, и который каким-то образом должен материализоваться. Нет, это не так происходит. Мы просто считываем информацию, мы настраиваемся на его волну. Понимаешь, поэтому очень важно, какой он, какая я, что во мне мешает, соответствовать его требованиям. То есть, ну, нам же какой-то подонок не нужен, правильно? Мы заслуживаем на все самое лучшее. То есть, когда, как говорил великий Остап Бендер, когда я мечтаю, ни в чем себе не отказываю. Это как раз и показывает тот принцип, что осуществлению наших желаний мешают наши блоки. То есть это я себе могу позволить, а это я не могу себе позволить.